Утром фермер из небольшого села в Забайкалье вышел во двор кормить скот и вдруг заметил возле старого деревянного сарая крошечный комочек. Присмотревшись, он увидел сразу нескольких малышей, пушистых, еще почти круглых от детской неуклюжести. Они едва держались на лапках, щурились, потому что глазки еще не открылись, и тихо пищали, явно зовя мать. Нигде поблизости не было ни следов взрослого животного, ни даже тропинок в снегу. Мужчина понял, малыши остались одни. Сначала он растерялся, кто они, откуда взялись и как им помочь. Но оставить детенышей на холодной земле он не смог. Собрав зверят в коробку, занес в дом, укутал старым теплым шарфом и стал думать, чем их вообще можно кормить. Понимая, что может навредить неумелой помощью, фермер позвонил в Даурский заповедник и подробно описал находку. Специалисты предположили, что это, скорее всего, обычные сельские котята, и посоветовали поискать кошку-кормильцу. Иногда домашние кошки охотно принимают чужих детенышей. Но когда мужчина прислал фотографии, сотрудники заповедника буквально онемели. Перед ними были не обычные котята, а детеныши манула, редчайшей дикой степной кошки, которую в природе увидеть почти невозможно. Манулы охраняются государством, в научном мире их изучают мало, а на черном рынке за каждого такого котенка дают более 100 тысяч рублей. Покупателей хватает, многим хочется экзотического питомца, но поймать манула в природе невероятно сложно. Фермер об этом узнал только от сотрудников заповедника. Он мог бы заработать целое состояние, но мысль о продаже даже не пришла ему в голову. Главное было спасти малышей. На следующий день работники заповедника приехали за зверятами. Там для каждого нашли приемную маму, 2 кошек, которые одновременно выкармливали своих и спасенных котят. Малыши быстро набрали силы, потеплели, перестали жалобно пищать и вскоре начали исследовать окружающий мир. Так случайная находка у сарая обернулась не тайным богатством, а настоящим подарком природе. Благодаря человеческой доброте и внимательности несколько маленьких манулов получили шанс вырасти и когда-нибудь вернуться в степи, где им и место. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.